Во Дворце творчества юных мы хотели сделать представление вот этой книжки. Но хотели мы ее сделать в апреле, в марте началась пандемия, все закрыли, и, в общем, мы не смогли собраться. На представление этой книжки я хотел пригласить художника, хотел пригласить человека, который занимается макетами. Ну, в данном случае это были два разных человека, потому что макет подправляли немножко в издательстве, и директора издательства. Ну вот получилось так, что собраться мы не смогли, и, значит, решили книжку представить в таком виртуальном виде, что ли. Вот история ее рождения. Она очень непростая, и, значит, я хочу о ней рассказать. Это мое рабочее место и мой редактор Word, в котором я, собственно, и пишу все свои работы, делаю все свои работы. И пьесы, и повести, и сказки. Вот, я его хорошо знаю, и он мне сейчас поможет рассказать историю создания этой книжки. Она длинная, непростая, потому что начиналась эта история как пьеса. Началась история в 1995 году, когда режиссер Саша Бычков для своего небольшого самодеятельного театра в городе Раненбаум, театр назывался «Юнта», попросил написать меня пьесу. А условие было такое, значит, там должно было быть 4 роли для девочки и 1 роль для взрослого мужчины. Я не сразу, конечно, написал эту пьесу, думал, там не все у меня получалось, но 5-6 месяцев я с ней работал, и вообще пьесы пишутся долго, да и вообще все пишется долго. Вот. И спектакль потом появился, под таким странным названием «Волшебные превращения». И один раз был разыгран в новогодние праздники детьми и, собственно, с Сашей Бычковым в роли милиционера, Деда Мороза и руководителя студии. Такая роль, тройная роль в этой пьесе появилась. Потом в 1997 году эта пьеса вышла в альманахе Ланскрона, в сборнике пьесы для небогатых театров. Время было тяжелое, поэтому сработало, наверное, название пьесы для небогатых театров, и сборник сразу же стал бестселлером, его расхватали. Вот. Позже, в 2001 году, пьеса «С волшебным удовольствием» была опубликована уже в моем личном сборнике пьес «Вперед, котенок» и другие сказки для театра. Издание Российского института истории искусств. Вот его обложка. В этом сборнике, кроме пьесы «С волшебным удовольствием», были пьесы «Вперед, котенок», «Малыш» и «31 декабря. Сказка для повзрослевших детей». Этот сборник тоже почти мгновенно стал бестселлером. Он стоял в витрине института, Российского института истории искусств, и девушки из библиотеки, которые торговали книжками института, они мне говорили: знаете, Андрюша, мы замучились открывать эту витрину. То есть приходили люди и покупали вот этот сборник. Потом произошла еще одна очень необыкновенная история уже в Санкт-Петербургской театральной академии. Там мы решили создать лабораторию театра кукол на факультете театра кукол. Ну и поскольку надо было с чего-то начать, решили начать с этой очень небольшой истории. Ее представили студенты 3-го заочного курса, мастерская Тамара и Александр Ставицких. Это было в 2004 году. Собственно, с этой вот фотографии тогда не было, в общем, хороших фотоаппаратов, поэтому какой-то пленочный аппарат я взял, немножко пофотографировал, и, в общем, вот такие не очень удачные снимки, но все-таки что-то они, наверное, отражают. Об этом мероприятии позже Анна Федоровна Некрылова, это ведущий российский фольклорист и специалист по театру кукол, она сказала, это было очень хорошо. Ну, вот, после ее одобрения, значит, сказка и началась лаборатория. Вот, значит, что надо сказать, с этого момента я увидел ошибки, недоделки в этой сказке. И после показа ее студентами я ее с удовольствием, в общем, подправил и подновил. И с этого момента началась ее
независимая от меня жизнь. Дело в том, что сегодня театры, особенно если это какие-то любительские театры экспериментальные, они не говорят, не сообщают автору о том, что они взяли в работу сказку или там какую-то пьесу. Ну, в частности, вот эта сказка с волшебным удовольствием несколько раз мелькнула в интернете, в студии «Театрон», в Улан-Удэ на сцене городского дворца детско-юношеского творчества, в театре студии Севастополя «Ваганты». Значит, вот как раз вот это, по-моему, да, это «Ваганты», да. Потом в театре «Зеркало» в Бурятии под названием «Снежная сказка» или «С волшебным удовольствием» в 2007 году. В детском театре города Выборга, по-моему, она сейчас там периодически идет. И в фонде поддержки современного искусства в Санкт-Петербурге. Это был неудачный спектакль, но тем не менее, вот все-таки он был. Вот это, значит, фотографии со спектакля. Вернее, не фотографии, это скриншоты с видеосъемки. Вот. В 2010 году сказка была поставлена в студии «Маска» в Москве и показан на фестивале-семинаре детской театральной педагогики «Пролог. Весна». В одной из газет была такая строчка: Московская театральная студия «Маска» в 4-й день фестиваля подарила зрителям не просто интересный спектакль, хорошее настроение и массу положительных эмоций, но и заставила задуматься над простым серьезным вопросом: человек, кто он? Кто же он на самом деле? Кто мы на самом деле? Что отличает нас от всех других живых существ? В спектакле есть на это ответ. Потом сказка была поставлена в Литве, в клубе «Ковчег» в Усолье-Сибирском, Иркутской области. Вот откуда такие, по-моему, оттуда эти фотографии. Вот в Томске в образцовом детском коллективе театра куклы и актера «Рататуй». Там же в Томске, в Доме детского творчества «Планета», в Усолье-Сибирском, Иркутской области, в Доме культуры «Мир», в Иркутске, в театре «Зеркало», в Крыму, в инженерно-педагогическом университете и показана в школе села Чистенькое под Симферополем. Была любопытная история. По просьбе педагога, знакомого педагога, я выступал накануне, выступил в школе, ну просто перед школьниками. Вот человек, там драматург, показал какие-то свои книжки, рассказал о работе драматурга и прозаика, и уехал. И вдруг через там неделю или две мне пришло письмо такое радостное: слушайте, вот когда вы уехали, значит, у нас приехал театр и показал вашу историю, значит, с волшебным удовольствием. Потом, значит, город Мариинск, Кемеровского района, театральном коллективе «ТЮЗ». Вот. А в 2015 году специально для театра «Глобус» из города Боготол, где я подружился с режиссером Наташей Слезевской, я сказку, которая была написана в лихие 90-е годы, немного модернизировал. Ну, переназвал и изменил ее героев. Например, Задира стал отмороженным, Тупой превратился в Вахтунга, Ябеда стал ботаником, а вот Ника никак осталась такой же милой девочкой, как и была. Немного изменил текст сказки, ее настрой и тон. Вот это из Боготола. Они взяли какой-то, где-то какой-то гран-при взяли. Потом сказка была поставлена в театре моды «Таис» в 2015 году, в эстрадной студии «Мастер» Лесосибирск в 2016 году и еще в нескольких театрах страны и за рубежом. И после такого успеха я задумался о том, что на основе этой маленькой пьесы можно попробовать написать небольшую прозаическую сказку. Ну, разумеется, про наш город Санкт-Петербург. Ну, для этого пришлось решить ряд очень серьезных вопросов, потому что с одного языка, с театрального языка, перевести сказку на другой язык прозы, очень непросто. Нужно было расширить ее пространство и так далее. В общем, когда я взялся за эту работу, я через какое-то время заскучал, потому что сказка никак не хотела переводиться на язык прозы. И спасло меня то, что в одном из вариантов сказки, в одном из каких-то последних вариантов, в самом конце на сцене оживал памятник, который маленький снеговичок, который
которого слепили мои снеговички, герои, значит, этой истории. И вот эта маленькая героиня, маленькая Ника, она и спасла прозаический вариант сказки, потому что с ее появлением в сказке появилась новая энергия. Ну, опять пришлось переназвать снеговичков, расширить пространство, ну и так далее и тому подобное. Но вот это уже вторая история. Это история про создание повести маленькой, которая легла уже непосредственно в книжку. Вот ее я расскажу в другом файле.